котором больше всего было туристов. И то, что нужно было брать венец, немного unpopular opinion, от которой я ожидала больше всего, мне не давало уже ничего покупать. Оно должно светиться. Честно, был так себе. Возможно, в этом была вся проблема. И только туристы носят такое. Всем привет, ребята, и вы на канале Me Stay Little, и меня зовут Анастасия. Вот и подошел конец нашей с вами поездки. Да, честно, мне не верится, время пролетело так быстро, и вот я уже дома перед вами снимаю обычное для себя видео, разговорное, в разговорном формате, в моей комнате, и это так необычно. Честно, мне не хотелось возвращаться с этой поездки, хотелось остаться в Швейцарии как можно подольше, вернуться во Францию, в Рим, в Мальту, но все-таки вот это вот ощущение того, что я наконец-то дома, оно присутствует, и я очень-очень сильно рада, потому что за всю эту поездку я очень-очень сильно устала, плюс потратила очень много денег, и пора было возвращаться домой, как говорится, да? Так как в моем последнем влоге я и так поделилась с вами моими эмоциями по поводу поездки, и, в принципе, вы наблюдали за мной каждый день на протяжении этих почти 3 недель, когда я была в Европе. Кстати, если вы еще не смотрели влоги из Европы, мои путешествия по Европе, я оставлю вам ссылку на плейлист в описании, чтобы вы могли посмотреть. И да, так как я уже о моих самочувствиях рассказывала вам в каждом видео, я подумала, почему бы не сделать, знаете, такое итоговое видео и просто вам показать, на что я потратила свои деньги в Европе. Да, потому что, буду говорить честно, Европа капец какая-то другая, серьезно, и я еще когда начинала в Мальте, это была первая страна, в которой мы полетели, мы ходили в гипермаркеты, и я просто офигевала от цен, я их переводила в баты и просто понимала, насколько это много, но потом по продолжительности этой поездки я просто поняла, насколько было в Мальте все-таки дешево по сравнению с другими странами, да, я уже забыла про тайские баты и просто смотрела по ценам евро, франка, думала, где дешевле, где дороже, и Мальта это была самая дешевая страна. В ней я потратила, скорее всего, меньше всего денег, но накупила я в ней столько много всего, и сейчас я вам покажу, да. В принципе, в этом видео вам покажу все сувениры, которые я купила, поделюсь с вами моими ощущениями дополнительно, итогами каждой страны. Вопрос-ответ, а именно вопросы, которые я получала на протяжении последних 2-3 недель под каждым моим видео на премьерах, и вот я наконец-то готова на них ответить. Сколько стоила учеба, сколько стоил весь этот трип? Сразу скажу то, что он был не бюджетный, многие мне там писали, почему с тобой не поехали твои друзья или твой парень и так далее. Эта поездка достаточно дорогая. Она стоила 189 тысяч бат, и это как бы включая и визу, и самолет, и еду, хоть и еда у нас была не очень, честно, качественная, но все входит в эту сумму. Все проживание, весь туризм, вся учеба, все это входит в эту цену, а сувениры, дополнительные какие-то покупки, это уже было на мне. И, кстати, изначально у меня, как моим кэшем, моими дополнительными деньгами, у меня было где-то 23 тысяч бат, но по окончанию у меня был очень-очень сильный минус, из-за этого мне приходилось просить помощи у моей мамы, потому что ценники в Европе просто нереальные, и как бы если вы в скором времени готовитесь в Европу или хотите когда-нибудь туда поехать, готовьтесь. It's quite expensive, like very expensive. Как ты туда попала? Ох, честно, я даже не знаю, как вам ответить на вопрос. У меня на моем обучении в Мальте мне как-то учитель в нашем классе задал вопрос типа: ты русская, но ты прилетела с тайской группой в Мальту. Как это получилось? Как я уже сказала, в одном из моих самых первых видео про Европу моя мама увидела рекламу в Фейсбуке или в Инстаграме о том, что тайская компания проводит экскурсию, путешествие для тайских учеников, учебу за границу в Европу на 3 недели, а именно на 19 дней. И мы заинтересовались, начинали спрашивать, и в итоге так оказалось то, что у меня прошла виза, все было хорошо, хоть это все было очень-очень сложно. Я думала то, что у меня это не получится, серьезно, потому что в Европе
Если вы русские, то вы, скорее всего, знаете, как сложно получить туда визу, и я до последнего думала, что у меня ничего не получится, но я смогла получить визу и смогла побывать в Европе, и мне до сих пор не верится. Так что, да, вот такая вот поездка. И все это благодаря тому, что моя мама молодец. Да, все, на самом деле, все спасибо моим родителям. Если бы не они, то у меня бы никогда не было бы такой возможности. Как получила визу? Сложно ли было? Как раз на эту тему того, что получение визы, поездка. Сложен ли был процесс? На самом деле нет, потому что нам сразу компания скинула документы, которые нужны были от меня. Мы их там сразу получили за несколько дней, отправили и потом, соответственно, подали на визу. Первые 2 недели вообще было тихо, ничего не говорили, но потом через 2 недели у всех остальных в моей группе, у всех была виза, кроме меня. Я пишу нашему главному, типа, что происходит, мне что, не дали визу, почему у всех остальных уже есть, а у меня нету, и мне, типа, такие говорят, подожди, потому что ты русская, нужно дождаться. Через несколько дней на имейл почты приходит запрос о том, что нужно от меня дополнительные документы от школы, дополнительные документы о моей учебе, почему я должна получить эту визу и так далее, в общем. От меня попросили дополнительных документов для того, чтобы реально понять что зачем мне лететь в Европу, потому что, как я уже сказала, русским достаточно сложно получить визу в Европу. Так вот, мы написали письмо о том, что я хоть и русская, я всю свою жизнь живу в Таиланде и считаю себя как одна из таек, плюс в моей группе все уже получили визу, так что я надеюсь, что у меня получится возможность вместе с ними поехать и так далее. Также я съездила в школу, получила заверение от школы, получила все свои оценки, и в итоге спустя примерно 3 дня нам приходит ответ, и да, я получила визу. Но знаете, что самое грустное и самое стрессовое, на самом деле, во всей этой ситуации, это то, что за день до того, как мне пришел мой паспорт, о том, что у меня есть виза, моя бабушка видела новости о том, что все, Европа больше не дает визу русским, и я уже в тот день думала что ну все, блин, это капец, я туда 100% больше не поеду. Но на следующий день приходит фото того, что у меня есть Шенген, и я лечу в Европу. Да, я до сих пор, честно, не верится. Мне не верится, у меня такое ощущение, будто я только вчера подавала на визу, а тут я уже здесь рассказываю вам обо всем этом, и... С кем ты ездила? Как я уже сказала, я съездила с компанией, это получается Study Tour компания, в основном главный их намек на том, что вы едете за границу и учитесь. И между учебой, после учебы, потом уже путешествуете. Но я, как сказала, я ехала именно для путешествия туда и для того, чтобы посмотреть на университет Мальты. Да. Еще, кстати, с кем я ездила с одним гидом в нашей группе, который, честно, не очень хорошо выполняла свою работу, но об этом мы с вами сейчас не будем говорить. И также еще в группе было 5 других девочек. Были 2 старшие девочки, как я, им примерно 16 лет было. Одной девочке было 14 и 2 по 12. Все они были тайками. Я была одна русская, и одна из всех них нормально разговаривала по-английски. Что было очень странно, кстати, потому что даже наш гид по-английски... No, not good. Yeah. Ну и главный вопрос, который я получала просто под каждым моим видео из именно путешествия, это почему я везде одна. Как так получилось? Особенно как так получилось, что я одна была в Риме, ходила одна. Честно, я даже не знаю, как вам это начать, но тайцы сами по себе, у них достаточно релаксовый менталитет. Они люди, которые едут на отдых для того, чтобы отдыхать. Они любят кушать и спать. И я не такой человек. Я, если еду на отпуск, то мне после этого отпуска, после этой поездки нужен еще отпуск как минимум 2 недели, потому что просто все вот так вот, мне нужно как можно больше всего посмотреть, и это, опять же, благодаря моим родителям, потому что благодаря им я такая, и я просто не могу сидеть на одном месте. А они в день, когда мы прилетели в Рим,
Они вышли у Колизея, сели на автобус, вышли у Колизея и весь день просидели там. Просто просидели, покушали, пофотографировались и все. Я так не могла. Из-за этого я решила то, что пойду одна, все согласились, и как бы получилось так, да. Честно, я до сих пор от себя горжусь, то, что я смогла это сделать, то, что я выжила, я не расплакалась просто там, я не упала, у меня ничего не украли, все было хорошо, слава богу, и я горжусь собой, серьезно. Хоть и было немного страшно, неприятно то, что я одна хожу, но это понятно, то, что как бы, конечно же, гид будет ходить с большей частью людей, и так как большая часть людей это те, кто не очень сильно любит ходить так же, как и я просто решила то, что, ну, пойду я одна, а потом с ними где-нибудь встречусь. Да, возможно, это немного странно для кого-то, но иногда попадаются такие, знаете, группы, в которых, ну, лучше отделиться и пойти одной, чтобы больше посмотреть, чем просто сидеть на месте и ничего не делать. Начну я, пожалуй, с того, что мы с вами все очень-очень любим, и это, конечно же, еда. Не буду, знаете, прям вдаваться в подробности, потому что я уже почти в своих каждых видео делала вам хол, но просто еще раз покажу, что я купила. Во-первых, я купила 6 плиток шоколада, вот такого вот мальтийского, здесь с медом, Prickly Pear, это их специальный фрукт, который популярен в Европе, гранат, чили, почему бы и нет, карап, я даже не знаю, что это такое, и фиг. Еще там был вкус с солью гоза, но мама сказала мне ее не брать. Но я ее все равно взяла, но не в форме шоколада, а в форме вот такой вот баночки с солью. Да, вот такая вот баночка с солью из гоза, Gozo Cottage, Sea Salt from Gozo, и я не знаю, зачем я это купила, но мне просто захотелось так, что теперь у меня есть соль от Gozo. Продолжаем с вами тему еду. Я также купила вот такой вот сыр. Называется он Tan-Nar Maltese Cheese Original. Я его увидела в Duty Free и поняла то, что мне его нужно взять, просто попробовать, потому что мальтийский сыр — это то, что ты пробуешь раз в жизни и, скорее всего, никогда больше не пробуешь. Так что вот он. Халва, тоже мальтийская специальная, она с какими-то специальными орешками, и ее я тоже не пробовала, но все говорят то, что она очень вкусная, так что взяли. Пастини, это я тоже взяла в Duty Free, это типа печеньки специальные мальтийские с разными добавками. Я их хотела попробовать, пока я была в Мальте, но в итоге не смогла попробовать, так что решила взять просто домой вот такую вот пачку 16 штучками. Какие-то honey rings, это типа какие-то булочки в форме кругляшков, и в них есть изюм. Знаете, что меня очень-очень покорило? Это цена этих штук, они стоят 18 евро, и это капец как много, потому что вы только посмотрите на эту баночку. И что еще было грустнее, это то, что я видела эту баночку в Duty Free, и в Duty Free она стоила 7 евро. Это было очень больно, но теперь у нас с вами есть еще печенье от Мальты. Также из еды я взяла два вот таких вот сорта peanuts, орешков, да, одни hazelnuts, а другие almond. Каждая по 10 евро. Офигеть. Также из традиционной еды я взяла нугу, но не обычную нугу, а вот в таком вот красивом контейнере. Это получается шкатулка плюс нуга. Вы сначала съедаете нугу со вкусом ванили, и потом у вас остается вот такая вот красивая шкатулка. Долго до меня доходило. Также нуга я решила просто взять 6 пачек обычной нуги. Здесь разные вкусы. Есть и с кокосом, и с медом, и с фисташками. В общем, множество разных вкусов. Мы уже одну попробовали, пока ехали обратно сюда домой. И лично я не пробовала, но мама сказала, что было вкусно. Так что халва. Ну и последнее из еды в Майсе я взяла вот такой вот фиговый джем. Там вообще был очень-очень большой выбор разных джемов из Мальты, но мне показалось то, что фиговый, это, знаете, такой самый традиционный, и да, стоил он 4 евро. Вот такая вот баночка. Такая вот у нас с вами еда из Мальты. Честно, я вам даже сейчас говорю какие-то цены, но просто скажу так, то, что на еду для сувениров в Мальте я потратила больше всего. И это потому, что я купила все в одном магазине, потому что в других магазинах просто не было еды, я не видела нигде больше еды.
Но потом оказалось то, что в Duty Free была еда, и там она была гораздо дешевле. Если бы я ее взяла бы там, то все было бы гораздо круче, но... You know, we already did it. The more you know, I guess. Да. Продолжаем с сувенирами, еду убираем подальше. Начну, наверное, с самых таких, знаете, прям глобальных покупок, а потом уже магнитики, вот это вот все, ручки, чтобы быстро с вами перейти к следующей стране. Первая большая покупка — это вот такой вот рыцарь. Да, я его купила еще во второй день в Мальте, когда я его увидела, и я не помню, честно, его цену, но вот только посмотрите, какой он большой, красивый, беленький, с крестом Мальты, и вообще, мне кажется, рыцарь — это то, что нужно обязательно купить из Мальты. Не обязательно такого большого, как у нас, но просто рыцаря нужно обязательно привезти, потому что это символ Мальты, это история Мальты. Вторая глобальная покупка — это Modena Glass. Это специальное стекло мальтийское, которое продают только в нескольких местах в Мальте, в Валете и в Модене. Я сходила в оригинальный магазин, самый главный, самый большой, и там я купила вот такое вот красивое сердце, красное, очень большое, тяжелое, и стоило оно, по-моему, 70 евро. Да, большая цена, согласна, но мы с мамой хотели купить что-то прям традиционное, именно вот это вот стекло. Я, наверное, на протяжении недели его искала, пыталась найти то, что нам понравится, потом час искала в магазине то, что понравится нам с мамой, и вот взяли вот такое вот красивое сердце. Вот только посмотрите, как оно шикарно выглядит просто. Также из мальтийского стекла я взяла вот такой вот чармик специальный, стоил он 10 евро, это был последний чармик, который там был, и он розового цвета с разными красивыми цветочками, и я просто поняла то, что мне это нужно взять, да. Но знаете, что самое смешное, это то, что написано то, что это сделано в Италии. Так что можно сказать, что это два в одном. Сувенир из Мальты и Италии, потому что чармик в Италии я не смогла себе найти, но зато у меня есть вот такой вот красивый. Продолжаем тему с чармиками. Я себе также взяла вот такой вот чармик с крестом Мальты, серебро, handmade. Вообще очень популярно в Мальте серебряные изделия, которые сделаны руками сами, разные вот браслетики, подвески, и цена там зависит от веса, который вам продают. Этот, по-моему, стоил 10 евро, что-то типа такого, я не помню, но на моем браслетике от Пандоры это смотрится очень мило, и я обожаю. Продолжаем с вами тему серебра, и также то, что я купила, это 3 серебряных изделия. Да, your girl is a jewelry lover. И, во-первых, что я купила, это вот такой вот браслет с мальтийским крестом, красным. Я его увидела в Валете на 3-й день, когда мы ездили по Мальте, и стоил он, по-моему, 20 евро, 25 евро, что-то типа такого, но я его увидела, просто влюбилась и сразу же его себе взяла. Это, опять же, handmade, я такого нигде больше не видела, и красота. Красота. Также я купила вот такую вот подмеску. Это не чистое серебро, это просто типа аксессуарчик, сувенирчик, но я его увидела и просто ходила с ним каждый день в Мальте, потому что он показывал мою любовь к Мальте и насколько я начинаю привязываться к этой стране, потому что, серьезно, у меня такая привязанность появилась к Мальте, хоть и, возможно, это не самая моя любимая страна из всех, в которых мы были, это не мой самый любимый город, не любимое мое место из всего путешествия, но это страна, в которую я 100% вернусь. Мне просто хотелось показывать, насколько она мне нравилась, и просто всю поездку я ходила с этой подвеской, серьезно. Также из серебра, чуть ли не в последний день, я купила вот такой вот красивый браслетик, тоже handmade серебро, стоило оно, по-моему, 20-25 евро, опять же, да, очень-очень красивые, и я обожаю браслетики, серьезно. Возвращаемся к обычным сувенирам. Следующее, что я купила, это вот такая вот штучка. Это типа подставка с Maltese Luzu. Это специальная мальтийская лодка, которая плавает. У них там по речкам, по морю. Бэкграунд красивый, стоило это всего 4 евро. И всю поездку я боялась, что это разобьется, но, слава богу, это доехало, да, потому что я это нашла в каком-то просто маленьком магазинчике,
магазинчике около дороги, и мне там ничего не упаковывали, так что я очень сильно рада, то, что эта маленькая вещь у меня доехала до Таиланда. Магнит 1, магнит 2, магнит 3, магнит 4, магнит 5, магнит 6, 7, 8, 9, 10, магнит 11, магнит 12, 13. Магнитов очень много, в общем. Я даже вам не буду сейчас рассказывать, сколько они каждый стоят, потому что цены просто range from 5 euros to 1 euro. И магниты были самые дешевые в Мальте, так что их тут полно, да. На подарки себе просто взяла на все случаи жизни. I also have 3 keychains, да, вот такие вот 3 из Мальты. Первое вот с таким вот крестом Мальты, второе просто Мальта, и третье это вот такой вот рыцарь. В основном я их взяла на сувениры, но как бы ничего необычного. Обычные сувенирчики. Просто то, что нужно было купить. Что еще забыла? Также я взяла вот такую вот подвеску для Алисы. Это не серебро, но я зашла в магазин, увидела, написано здесь Алис. Это единорог, и я поняла то, что это нужно обязательно взять Алисе. Она описывается от счастья, когда это увидит. Главное, что забыла вам показать, это вот такой вот шар на елку. У нас появилась традиция, ну, точнее, в этой поездке появилась прям традиция покупать игрушки на елку в каждой стране. И в каждой части этого видео вы сможете увидеть игрушку из той страны. И вот так тут выглядит игрушка из Мальты. Тут, получается, спереди написано Мальта, а сзади вот такой вот крест Мальты. Знаю, он такой, знаете, обычный, но это самый нормальный, который я нашла в магазине, и стоил он, по-моему, 5 евро, что-то такое, но как бы да. Вот такой вот подарочек на елку. И еще то, что я тоже брала из многих стран, это вот такие вот заколочки, pins, я даже не знаю, как это назвать. Я покупала в каждой стране типа штучки, которые можно будет прикрепить на рюкзак, на одежду. И в Мальте я взяла вот такой вот с рыцарем, на котором написано Мальта, и я теперь коллекционирую их. Да, теперь каждую страну, в которую буду ездить, собирать их и коллекционировать для себя, потому что мне кажется, это очень прикольно и мило. Теперь мы с вами плавно переходим в следующую страну, и следующая наша с вами страна в списке — это Италия, а именно Рим. В Рим мы ездили на 1 день, и честно, этот день, наверное, был самым стрессовым в моей жизни, серьезно. Мы прилетели туда где-то в 10 часов утра, пока мы доехали до центра Рима, сели на автобус, уже был обед. И у меня там всего было 7 часов, что ли, 6,5, и за эти 6,5 часов мне нужно было столько много всего интересного посмотреть. И Ватикан, и Колизей, и в разные церкви сходить, и к фонтану сходить. Но каким-то образом я все это смогла сделать, кроме, я хотела внутрь попасть в Колизей, это у меня, к сожалению, не получилось сделать. Я также хотела сходить на Spanish Steps, вроде бы так это называется, это типа самые длинные, самые высокие лестницы в Европе или во всем мире, что-то типа такого. Я хотела туда попасть, но, к сожалению, не успела. А так, в принципе, я свой день провела очень продуктивно. Единственное то, что очень мало ела, а это у меня была цель попробовать как можно больше всего интересного в Италии из еды, но как минимум я съела вкусное тирамису. Да, ладно. Сам мой экспириенс в Италии был просто шикарный, и Италия — это тоже, наверное, страна, в которую я 100% еще раз слетаю, но Рим, хоть он был и очень красивым, и очень интересным, все-таки слишком много туристов, ну прям слишком много. Серьезно, это была страна и город, в котором больше всего было туристов. Я думала, то, что во Франции, в Париже будет гораздо больше, но нет, в Риме было больше всего народу, и это был просто капец. Просто вы можете посмотреть по видео, моему ссылку на него оставлю, конечно, в описании. Это был трэш, и я до сих пор не понимаю, как у меня ничего не украли, потому что я была одна девочка, бегала, по этому городу, одна рука с телефоном, другая с камерой, пакеты, рюкзак, и I'm so proud of myself. Серьезно, это тот день, от которого я от себя офигела, то, что я смогла это сделать, и
Ладно, я слишком много болтаю, давайте уже приступать к части с покупочками. Конечно же, еду я купила в Duty Free уже по окончанию нашей поездки, и, конечно же, я взяла сыр, пармезан, мы как-то пробовали пармезан из Италии, нам привозили наши друзья, и это было очень вкусно, так что я решила взять тоже нам сыр от бренда Parmigiano Reggiano, это, по-моему, самый популярный бренд сыра в Италии, и тут разная часовая задержка, соответственно, просто прекрасно, тут есть 24 часа, 30 часов и 15 часов, можно будет попробовать разницу, какой самый вкусный. Стоило это, по-моему, что ли 40 евро или 50, в общем, дорого стоил этот сыр, но я уверена, что это стоит того. Также я взяла вот такие вот конфетки Perfetto Degustazione, это типа конфетки с нугой, шоколадные, но с разными вкусами, тут есть типа Bianca con Caramel, Extra Fondant, латте, в общем, разные вкусы, и вот такие вот конфетки. В принципе, из еды это все, что я взяла, да, потому что время, как я сказала, у меня было очень мало времени, и на еду, честно, я очень-очень мало обращала внимания, хотя я считаю то, что это одна из тех вещей, которые обязательно нужно сделать в Италии, потому что итальянская кухня, итальянская еда, это просто муа-муа-муа-муа. Вот настолько все вкусно, да, но, блин, у меня было очень мало времени, так что нашла только это, да. Следующая покупка, которой я тоже очень сильно горжусь, потому что я не думала, что я смогу это найти в Риме, потому что это традиционная покупка в Венеции, в главном городе, соответственно, Италии, но я это нашла, и это венецианская маска, я не знаю, как их точно называют, но это вот такая вот красивая маска с бубенцами, и ее еще и можно одевать на себя, и вау, серьезно, шикарная, ее можно и повесить, и одеть, и она такая красивая. Да, такой красивый цвет, честно, я ее когда увидела, я поняла то, что она мне нужна, я скинула маме, и мама такая, бери ее, и убегай оттуда, потому что я как раз опаздывала, я ее нашла в Ватикане, и купила, и сразу убежала, потому что эта красота, это просто неописуемая красота, серьезно. Еще она, кстати, у меня валялась в моем чемодане 2 недели, и я думала, что с ней что-нибудь случится, но она в прекрасном состоянии. Говоря о Ватикане я купила 4 сувенира. Один из этих сувениров это, конечно же, открытка, которую я сразу же из Ватикана отправила. Кстати, было воскресенье, и я не думала, что я смогу отправить какую-нибудь открытку, но я это сделала, because I'm super cool, yeah. Я отправила открытки, и я крутая, да, открытки из Ватикана, это вообще шикарно. Также в Ватикане я купила игрушку для елки, опять же, как я вам сказала, это теперь наша традиция из каждой страны покупать. В Ватикане, в Италии это была самая дорогая покупка, стоила это 60 евро, 60 евро, но вы только потрогайте, как я вам об этом могла сказать, только потрогайте, только послушайте. В общем, это стекло, керамика, это очень качественное. Если она упадет, то, скорее всего, она 100% разобьется. И я не знаю, как я ее довезла, серьезно, но я это сделала, и я горжусь этим. Святая Мария, да, стоило это 20 евро. Пожалуйста, не пишите мне в комментариях, какая я глупая. Я теперь знаю, как это называется. Также магнитик из Ватикана. Вообще, магнитики в Ватикане были такие некрасивые, и это самое нормальное, что я нашла, так что стоил он, по-моему, 2 евро, что ли. В общем, дешево, но и выглядит это тоже дешево. Но мама мне сказала то, что нужно найти магнитик из Ватикана, так что вот. Также в Риме я купила вот такую вот статуэтку Колизея, просто Колизей, написано Colosseum внутри, вот. Как говорится, внутрь я не смогла сама попасть, то хотя бы вот статуэтки можно увидеть, потому что я, как понимаю, это прям реальность того, что там внутри, и мини-Колизей.
Еще в Риме я купила вот такой вот шлем римский большой, потому что я тоже считаю, что это сувенир, который обязательно нужно купить именно в Риме. Знаете, как бы маска это в Венеции нужно было покупать, а вот шлем обязательно Рим. Еще один сувенир, который, скорее всего, вас сейчас заинтересует, зачем я его взяла, и, честно, я сама тоже не знаю, зачем я это взяла, но я увидела вот эту вот маску в сувенирном магазине, она сделана из металла, черного хорошего металла, и why not? You know, why not? Опять же, это то, что нужно было брать в Венеции, а в Венецию мы не летали, так что у меня теперь есть маленькая масочка. А знаете, в чем прикол? То, что у меня, по-моему, есть такая маска, которую можно одевать, где-то у меня она здесь валяется, и теперь у меня есть вот такая вот миниатюрная. Да, можно ее будет на какую-нибудь куколку одеть, или моих игрушек помучить. Oh, look at these! Yeah. Магнит раз, магнит 2, 3, 4, 5, 6. 6 магнитов, да. 6 красивеньких магнитиков. Рома, Италия. И все они стоили примерно 2-3 евро. Да, кстати, в Италии, в принципе, тоже были достаточно дешевые сувениры, если там сравнивать со Швейцарией и с Парижем, но выбор, честно, был так себе. Вот такие вот подкупки из Италии. Честно, я даже не знаю, вот что еще сказать, как бы, но я-то там была всего 8 часов, да, из которых 2 я просидела в аэропорту, но так все было супер. Италия мне понравилась, 100% туда вернусь, но, скорее всего, если я туда поеду, то я поеду в какие-нибудь места, в которых меньше туристов, потому что Италия — это одна из самых популярных стран в Европе, если не самая популярная для туризма, и как бы выбирайте аккуратно время, когда вы туда едете, потому что октябрь — это было то самое время, когда погода и не холодная, и не жаркая, и как бы у многих каникулы. Народу было полно, очень-очень много, да. Но Италия мне понравилась. Ставим лайк. Париж. Я, возможно, сейчас скажу немного unpopular opinion, но Париж мне не понравился. Это последний город в моем списке любимых мест, и вряд ли я туда еще когда-нибудь съезжу. Возможно, если я полечу все-таки в Европу, в разные страны, то во Францию я залечу, останусь в Париже на несколько дней, чтобы прочувствовать вот этот вот весь парижский вайб. Но в составе вот этой вот нашей всей поездки Париж был, наверное, самым... Да, и, возможно, это из-за того, как у меня прошел наш парижский день, как он начался, как он закончился. В принципе, вот это вот все напряжение во Франции, которое было в тот момент. Я хотела как можно больше получить от Парижа. Это была страна, от которой я ожидала больше всего, но получила меньше всего, и, возможно, в этом была вся проблема. Но не зашел мне Париж. Да, вот именно в рамках этой поездки это была моя самая нелюбимая страна и нелюбимый город. Но нас с вами ничего не останавливает, потому что в этом городе мы потратили очень много денег, потому что в этом городе как раз-то идет шопинг, сувениров хоть и в этой стране не очень много, серьезно, в Париже как-то меньше всего было сувениров, но денег я все равно потратила много. Давайте начнем, пожалуй, с еды. Во-первых, из еды я купила, конечно же, ладури макароны. Купила я их в последний день, 12 штук. Я прочитала, ладури можно есть в течение 4 дней. Через 4 дня они уже несъедобные. И я сразу же в последний день решила их купить, чтобы, когда я вернулась обратно домой, мы вместе с моими родителями их съели. И так и получилось. Я купила вот в такой вот красивой розовенькой пачечке. Они просто прекрасные, и если вы поедете в Париж, обязательно попробуйте макароны оттуда. Знаю, возможно, сильно они от обычных не отличаются, но это original place, это то самое место, в котором впервые начали продавать макароны, это то самое место, откуда все началось, и вот это вот ощущение того, что вы их едите в Париже, в этом месте, обязательно. Также в Париже я купила вот такой вот шоколад Крузел Париж. Я его увидела на станции, и, честно, я даже не знаю, зачем я его купила, потому что был и другой шоколад, и
об этом я ничего ни разу не слышала, но тем не менее я решила взять вот такую вот пачку. Тут типа разный шоколад, есть и темный шоколад, и шоколад с какими-то печеньями, и шоколад с какими-то орехами, изюмом. В общем, очень большой вариант. Предлагаю нам сейчас с вами что-нибудь попробовать. Вкусно. Просто их только в морозилку положила, и они такие, но вкусные, в общем. Не знаю, стоили ли они своих денег, потому что стоило это 48 евро. 48 евро, да. Но зато это специальный шоколад, который продают только в Париже. Еще, кстати, из еды в Париже я хотела очень сильно купить какао-микс от Анджелины. Но проблема в том, что туда я никогда не попала, потому что планы все мои изменились, когда мы попали в Париж, да. И это очень грустно, но так получилось, как говорится, да. Из еды это все. Честно, берет это, скорее всего, такой сувенир, который покупают только туристы. Знаете, до этого типа был тренд, то, что парижцы одевают береты, из-за этого они такие популярны. Нет, сейчас в Париже только туристы, и только туристы носят такое. Но have your tourist moment, you know, like... Я купила это утром и ходила в это весь день, и просто поняла то, что насколько этот берет классный, и если вам нужен этот парижский вайб, вам нужно это обязательно купить в начале вашей поездки, чтобы просто все дни, или если вы там находитесь всего день, как я, ходить в берете обязательно. Эйфелевая башня, это просто продается на любом углу в Париже, в туристических местах. Есть и с огоньками, и без огоньков, и золотые, и серебряные, и миндальные, и просто столько много вариантов, потому что это единственный, наверное, сувенир, который, ну реально сувенир в Париже, потому что выбор там не такой уж и большой, и как бы Эйфелевая башня, что еще сказать? Эйфелевая башня, размер примерно А4, то есть она вот чуть больше моей головы получается. Магнит раз, магнит 2, магнит 3, магнит 4, магнит 5. Этот, кстати, магнит из Лувра, потому что я побывала в Лувре. Да, это, наверное, главное место, главная достопримечательность, в которой я была во Франции. И да, вот такой вот магнитик. Также еще в Лувре я купила открытки, которые я сразу же оттуда отправила, и купила вот такой вот шар на елку. В принципе, в Париже было очень сложно найти шары на елку, у которых написано прям Париж или Франция, так что я купила вот такой вот, на которой нарисована картина Наполеона, держащим французский флаг, и this just screams France, you know, я просто не знала, что еще купить, и как бы мне нужен был шар на елку из каждых стран, так что купила вот это вот. А еще из Лувра я купила вот такую вот монетку, на которой с одной стороны нарисована Мона Лиза, а с другой Лувр. Вообще там было 3 варианта, но так как Мона Лиза это самый iconic moment, iconic картина в Лувре, я решила взять именно ее. 3 keychains, одна с макароном, 2 с Эйфелевой башней, одна вот такая вот розово-золотая, а другая серебряная и с 3 цветами Франции, красный, белый и синий. Все это стоило по 7 евро, достаточно дорого, но как бы красивые, качественные и they're so cute. В принципе, из сувениров это все, именно из французских сувениров. А, еще как бы пин обязательно, который я беру в каждой стране, да, Париж. Но прям из сувениров Франции это все. Да, теперь мы с вами переходим в Диснейленд. В Диснейленде я, наверное, потратила больше всего денег, именно если говорить о Париже и в общей сумме. Но все-таки больше всего я потратила в Швейцарии на сувениры, но вот второе место это 100% Диснейленд. Хоть и купила я там не так уж и много всего, но цены там... Но там столько всего милого, что я просто не могла остановиться. Во-первых, первое, что я купила, это, конечно же, вот такие вот ушки Мини Маус. Я их купила сразу же, как только зашла в Диснейленд, потому что this is super iconic. Это то, что нужно обязательно покупать. Это то же самое, как и берет. Знаете, купить в начале дня и просто целый день с ними ходить. Так вот, ушки это то же самое. Они дают вам диснеевский вайб. И я на каждом углу фотографировалась с ними, потому что они были шикарные. Да. Еще я купила вот такие вот ушки Авроры моей сестре. Они розового цвета. Тут на стороне написано Диснейленд Париж, корона, разные рисунки. И честно, если бы я увидела эти ушки первыми,
до вот этих, то, скорее всего, я бы в них ходила целый день и купила их. Но так как я уже купила эти себе, я решила взять эти Алисе, и я уверена, она их заценит. Также Алисе я купила вот такую вот игрушку Стича, и это необычная игрушка, она, получается, садится на ваше плечо, вы одеваете магнитик, и вот, она теперь с вами. В Диснейленде просто все ходили с такими игрушками, и я тоже себе решила взять. Во-первых, вот такого вот Стича, а во-вторых, вот такого вот Форки из истории игрушек. Да, это было всего 2 игрушки, которые можно было такие купить. Вообще, я хотела себе купить хамелеона из Рапунцель, но он закончился, и как бы вот только 2 игрушки, которые были. Все равно милые, прикольные, мне нравятся. Еще один подарок Алисе — это Рапунцель. Алиса, как и я, просто обожает эту диснеевскую принцессу, и я решила взять вот такой вот сет. Тут типа есть игрушка Рапунцель, есть хамелеон, разные декорации для нее, и вообще это очень милый сет, и я уверена, что Алисе он понравится. Да в любом случае Алисе все понравится, потому что здесь все такое милое, и честно, если бы я могла, я бы оставила это себе, просто чтобы это стояло у меня на полочке, потому что this is super adorable, like I'm so sorry, мне 17 лет, скоро 18, но Дисней я просто обожаю, реально. Я когда попала в Диснейленд, это magical. Я просто вернулась в свое детство и хотела пересмотреть все диснеевские мультики с самого начала. Еще в Диснейленде я купила 2 вот таких вот пина, один с Авророй для Алисы и второй с Walt Disney. Это был, кстати, самый последний, стоил он, по-моему, 8 евро, один из самых дорогих пинов в Диснейленде, но я просто поняла то, что I need to buy this, like, I need this, seriously. Ну и последнее, это вот такой вот брелок, парный брелок с Микки Маус, Мини Маус. Не буду вам ничего говорить, не буду говорить, кому я буду давать вторую пару, но мило, да. В принципе, вот и все. Да, это все, что я купила в Диснейленде. Но для Парижа я хочу добавить еще одну категорию, и это бьюти, потому что я считаю то, что съездить в Париж и не купить бьюти — это просто jail, prison, да. Так что в последний день, когда у меня появилась возможность, я решила сбегать в аптеку, именно прям французскую аптеку, где цены не для туристов, а именно для французов, и я посмотрела на разницу того, сколько это здесь стоит, сколько это там стоит, и поняла то, что цены шикарные, мне понравилось, и я решила себе взять немного beauty skincare, да. Во-первых, я купила вот такой вот клинсер от Биодермы, это специальный клинсер от макияжа, стоил он, по-моему, 3 евро, что-то типа такого. Также я купила вот такую вот умывалку от Биодермы. У меня на тот момент моя умывалка заканчивалась, и мне нужно было в любом случае что-то купить, так что я выбрала вот эту вот из серии Sebium. Это специальная серия для прыщавых, для тех, у кого проблемная кожа, и как бы вот такое вот, сколько здесь? 200 миллилитров стоило 5 евро. Я же вам говорю, цены прекрасные, серьезно. Также я из Биодермы решила себе взять вот такой вот солнцезащитный крем, специальный тоже крем для проблемной кожи, и крем как тональный крем, то есть это тональный крем, который вы наносите во время макияжа, либо можете его просто наносить, чтобы убрать свои недостатки, немного убрать красноту и как бы улегчить ваш тон, так сказать, то есть как бы чтобы ваши прыщи были менее видны, но при этом он сделан из таких хороших компонентов, то что он никак не проблематирует вашу кожу, то есть он, наоборот, вашей коже помогает и при этом как бы скрывает ваши недостатки. То есть это тональный крем, который никак не портит вашу кожу. И я очень давно это искала и наконец-то нашла, так что вот, будем с вами пробовать. Ну и также из аптеки я решила взять бренд Nux Paris. Я его видела в ТикТоке, и когда я его увидела в аптеке, я поняла то, что мне это надо. Во-первых, я взяла вот такой вот бальзам для губ в форме меда, и я им пользуюсь просто каждый день с того дня, как я его купила в той аптеке в Париже, и это просто прекрасная вещь. Мед обожаю, и вот этот вот стиль, это, наверное, самое милое, но они также очень классно тонизируют ваши губы, и
отдают такой, знаете, красивый глосси стайл. Тут их 4 самых популярных продукта. Так как я не хотела за бешеную цену покупать большие коробочки, я решила взять этот, попробовать, и, возможно, если мне что-то понравится, если я когда-нибудь вернусь в Париж, то я куплю себе большие, да. Во-первых, здесь body lotion, также здесь парфюм, купить в Париже парфюм обязательно, масло для тела и шауэр-гель, то есть гель для душа. Все это в их прекрасном запахе, который очень-очень классный, мне он очень сильно понравился, и стоило это где-то 20 евро, да. А еще, так как это просто прекрасная аптека, и я их просто обожаю, они мне надарили кучу разных тестеров, типа сказали, если тебе что-то понравится, возвращайся. Я бы с радостью. Но это будет не скоро. Ну и последнее. Одна из самых дорогих стран мира, может быть, самая дорогая, и это Швейцария. Да, честно, до поездки у меня не было прям какого-то, знаете, вау от Швейцарии. Да, я знала то, что там куча красивых мест, это одна из самых красивых стран мира, может, даже самая красивая в мире. Но у меня не было прям, знаете, такого типа вау. Это Швейцария, я так хочу в Швейцарию, но когда я там побывала, я понимаю то, что я хочу там жить. У меня просто, знаете, у меня уже есть такой план, я лечу в Мальту, нахожу себе мужа, и мы вместе с моим мужем летим жить в Швейцарию. И я там рожаю детей, и мы там живем, потому что там настолько хорошо, настолько спокойно, и вот этот вот, знаете, весь вайб, это... Обожаю. Честно, мне кажется, 2,5 дней в Швейцарии это вообще нет. Нужно как минимум месяц. Серьезно, как минимум. Потому что вау. Ценники тоже вау. Но сама природа, сама страна, это самое красивое место из всех, в которых мы были за эту поездку. И Швейцария, жди меня совсем скоро, я тоже туда попаду. Да. Короче, что я купила в Швейцарии? Давайте уж с вами пойдем по нашей с вами схеме. Во-первых, еда. Из еды я купила только шоколад. Шоколад Линд, потому что я съездила на шоколадную фабрику. Кстати, советую обязательно съездите туда. И на шоколадной фабрике я, конечно же, взяла шоколад. Во-первых, я взяла 4 плитки шоколада, 2 вот такие вот Lind Creation, одна с кремом брюле, другая с каким-то цитрусовым кремом, стоили они по 3 евро. Очень, кстати, дешево, я думала, как минимум будет 5, 6, 7, но цены были достаточно приятные. Также я купила 2 алкогольные вот такие вот шоколадки, одна типа с вишневым вином, что-то типа такого, а вторая с ромом. Да, стоили они, по-моему, тоже 3 евро, но они гораздо меньше, чем вот эти вот. Здесь получается 150 грамм, а здесь по 100 грамм, да. Но вот таких вот вкусов я еще нигде не видела, так что решила их взять. Также я взяла вот такой вот пакет вкусных конфет. Вообще изначально здесь он был почти весь полный, но пока мы ехали домой, мои родители почти все съели, и осталось вот это. Также я купила вот такой вот адвент-календарь, который я буду открывать в Новый год. Здесь получается набор со всеми вкусными линдовыми шоколадками. Также есть Снегурочка с Дед Морозом, Мишка, сердечко. В общем, очень классный адвент-календарь, и стоил он, по-моему, 25 евро. Так что достаточно бюджетно, и выглядит он просто потрясающе. Должны были быть шоколадные печенья, которые я хотела отнести в подарок в школу, но this looks like shit. Я просто ничего больше вам не буду говорить. С едой закончили, теперь переходим к сувенирам. Сувениры в Швейцарии самые крутые, самые качественные и самые дорогие. Так что, если вы думаете, где лучше взять сувениры в Европе, то Швейцария это то самое место, но денег вы 100% много потратите. Потому что я, когда покупала сувениры, чтобы вы понимали, я настолько потратила в тот день много, что у меня просто лимит на карте
мне не давал уже ничего покупать. Мне пришлось заходить в приложение, ждать 10 минут, восстанавливать все, и только потом я смогла что-то приобрести, потому что it was too much, like too much. Итак, самая главная и самая дорогая покупка — это вот такие вот часы. Это специальные часы, которые делают только в Швейцарии, с кукушкой, с музыкой. Они очень-очень качественно сделаны, очень красивые и стоят очень много. Я даже вам не буду говорить цену, но чтобы вы понимали, цены растут от 150 свисс-франков до где-то 3-4 тысяч. То есть очень-очень большие цены, и как бы это понятно почему, потому что они сделаны из качественного дерева, все очень красиво, но, блин, капец как дорого. Переходим дальше. Дальше то, что я купила, это вот такая вот корова, да, это типа копилка, в которой вы можете класть деньги, открывать ее, и корова. Как бы нужно было корову в Швейцарии взять, почему бы и нет, потому что это корова, а корова это главное в Швейцарии. Также, как статуэтку и как еще одну копилку, я взяла вот такой вот ботинок. Знаю, немного странно, типа ботинок в Швейцарии, но он такой модный, и мама его увидела, когда я ей скидывала фотографию, типа такая: бери! Так что теперь у нас с вами есть еще ботинок, на котором написано Switzerland. Колокольчик, тоже один из главных сувениров, который 100% нужно привезти из Швейцарии. Он сделан очень качественно, с разными узорами, и там были разные узоры, но мне больше всего понравился этот. Он примерно ростом с мою голову, так что достаточно большой, будет, скорее всего, где-нибудь у нас в доме висеть и красоваться. Стоил он, по-моему, 15 царских франков или 25. Что-то, в общем, вот в этих вот ценах, да. Магнитик раз, магнитик 2, магнитик 3 и магнитик 4. Все магнитики очень-очень стильные, очень модные и очень качественно сделанные, и стоят они тоже достаточно много. Если, например, в других странах магнитики стоили там от 2 до 5 евро, то здесь за каждый магнитик я отдала примерно 10 франков. Капец как много, но это стоит того, потому что качество офигенское, и выглядит каждый магнитик офигенно. Также я взяла 4 брелка, один с коровой, корова, вот такой вот маленький колокольчик, еще одна мини-корова, на которой написано Switzerland, и еще один серебряный колокольчик, на котором тоже написано Швейцария. My heart literally just sank. Ручка, опять же, я ее купила, когда подписывала открытки. Монетка вот такая вот швейцарская, на которой написано медальон, Европа и Зурих, потому что это город, в котором я была в Швейцарии. Switzerland pin, на которой нарисована корова, конечно же. Не забываем про наши традиции. Вот такая вот игрушка на елку, на которой, опять же, написано Швейцария, коровы, фермы. И еще самое крутое, это то, что, по идее, оно должно светиться, по идее. Но почему-то оно не светится. Ладно, нужно, наверное, сначала вставить батарейки, но как бы, по идее, это должно еще и светиться и издавать звуки. Но это по идее, а там как получится. Ну и последние 3 покупки, для которых я как раз-то, наверное, летела в Швейцарию, это качественные швейцарские ножики, швейцарские вещи, в общем. Швейцарский металл от бренда Victorinox. Во-первых, здесь вот такие вот клипсы, соответственно, которыми вы отрезаете свои ногти. Швейцарское качество, 100% они идеальные, стоили они 15 евро. Также я взяла маме вот такой вот красный пинцетик, он стоил примерно 30 евро, со знаком Швейцарии, и они такие классные, они такие острые и прекрасные пинцетики, которые нужно обязательно купить, если вы там занимаетесь маникюром, любите там, не знаю, вытаскивать что-то, и вам нужен качественный пинцет. Швейцария — это то самое место, где нужно это покупать. Ну и, конечно же, главное — это ножик Victorinox, который разный, и здесь написано To Oleg with Love. Это специальный нож, который мы купили для Олега вместе с мамой, выбирали его, и здесь есть типа и ножик, и
и другой ножик, и отвертка там есть, и еще что-то, но у меня не хватает сейчас это сил доставать. Тут примерно 9 или 10 разных вещей, и стоило это примерно 30 франков. Прекрасная вещь, очень качественно сделана, и Швейцария, я тебя обожаю. Ну и да, ребята, в принципе, вот они все мои покупки из всех 4 стран. Как я вам уже сказала, самая дорогая страна была Швейцария, но при этом это была страна с самыми качественными сувенирами, самая лучшая страна и, в принципе, страна, которая мне больше всего понравилась. На 2-м месте, скорее всего, стоит Италия, 3-я Мальта и последняя уже Франция с Парижем. Да, но так, эта вся поездка была просто замечательная, она меня очень многому научила, дала мне кучу новых уроков, и, знаете, я поняла то, что я хочу больше путешествовать, я поняла, насколько я иногда могу становиться independent, да, насколько я могу быть самостоятельной, если я хочу этого, если я могу это сделать, то почему бы не путешествовать, да, почему бы не становиться тем, кем я хочу, не покорять мои мечты, и я уверена в том, что у меня это получится, и это путешествие было прекрасное начало именно этому. Как я уже сказала, это последнее видео из этой рубрики, так что следующее видео выходит по расписанию в понедельник, 17:00 по Москве, следующее в четверг, а потом в субботу, и так у нас с вами будет выходить 3 видео в неделю, как обычно. Ждите мой обычный контент, напишите в комментариях, какие видео вы бы хотели видеть на моем канале, и да, огромное спасибо всем тем, кто были со мной с самого начала дороги до окончания этого путешествия. Вы просто герои, потому что я присутствовала на каждой премьере, с вами общалась, и огромное вам спасибо. Огромное спасибо за то, что вы меня смотрите, вы находились во всем этом пути вместе со мной. Я вас всех очень-очень сильно люблю. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, и мы с вами увидимся совсем скоро. Я вас целую. До скорой встречи и